Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. На Украине предлагают отсрочить начало отопительного сезона из-за острого дефицита газа после атак на газовую инфраструктуру. Представитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предложил, что тепло в дома киевлян может поступить лишь в декабре. Александр, пожалуйста, прокомментируйте, а насколько реально остро стоит вопрос с газом на Украине и нормально ли это вообще подавать тепло в декабре? Почему не в феврале сразу? В принципе, несколько недель назад на Украине предложили сдвинуть сроки отопительного сезона и поставить их с 1 ноября по 31 марта. Что самое интересное, по большому счету, это уже второе большое смещение сроков отопительного сезона. То есть до того, как прозвучали вот эти предложения, давайте в декабре начинать топить, было уже два смещения сроков. И первое смещение произошло еще до 22 года при гораздо более благополучной ситуации с энергоснабжением. Тогда сроки начала отопительного сезона сдвинули, потому что надо газ немножко экономить. А что, и так тепло. Ну что, в конце концов, вот если посмотреть на прогноз погоды в Киеве, то мы увидим, что сейчас там днем до плюс 13, а ночью до плюс 5. По идее, вообще-то это уже повод включать отопление. Ну, потому что плюс 5 это, мягко скажем, далеко не та температура, при которой человек чувствует себя комфортно. Но это октябрь. То есть сейчас вот на дворе октябрь. И по идее в октябре уже отопительный сезон должен начинаться. Но его начинали, конечно, в октябре, но опять же, не в те сроки, в которые отопительный сезон начинался при кровавом тиране Януковича. Страшные были времена, согласитесь. Ой, кошмар. Янукович не позволял людям бегать по центру Киева, или позволял. В общем, какая-то такая непонятная ситуация была. Но он все равно кровавый тиран, ужасный человек, ой-ой-ой. Но после того, как он от власти был отстранен, сроки начала отопительного сезона через некоторое время благополучно пришлось смещать. Смещать не пораньше, а наоборот попозже. Но это, видимо, глобальное потепление, знаете, сработало. Ну, глобальное потепление, температуры растут. Ну, и зачем отопительный сезон там 1 октября начинать? Это же ерунда полная. Давайте посмотрим, что там с температурой. Отчасти, кстати, с таким подходом можно согласиться. Да, надо смотреть на средние температуры. И по достижении там порядка 10 градусов, эта температура плюс 10, это температура, при которой человек может умереть от переохлаждения. Плюс 10. И вот если устойчива такая температура, давайте включать отопление. Но нет, сказали новые власти, которые гораздо менее кровавые были, чем страшный тиран Янукович. И давайте немножечко сдвинем. Ну, в любом случае сдвинем, сэкономим немножечко топлива. Тем более, ну, так получается, что с каждым годом проблема энергоснабжения все усиливается, усиливается и усиливается. И последний громкий всплеск до 22 года произошел буквально осенью 21, когда уже следующая итерация вот этих чудесных властей, постмайданных, не смогла обеспечить подготовку к зиме. Там были накоплены недостаточные запасы угля. До 8-9 гигаватт останавливались из угольной генерации, ну, потому что не могли работать ввиду отсутствия топлива. И пару месяцев эту проблему приходилось решать, где-то с сентября по октябрь. Ну как тут начинать отопительный сезон в такой неспокойной обстановке? Никак невозможно. В общем, маленький энергетический кризис власти на Украине создали сами себе, потому что не смогли договориться с бизнесом, потому что не смогли выстроить нормальные системы взаимоотношения внутри государства. Ну и вот энергетический кризис подкрался сам по себе. Кроме того, я напомню, что с 15 года, с октября 15 года, что очень удобно, с октября 15 года Украина напрямую не получала газ из России, не покупала газ в Российской Федерации. Это тоже усложнило доступность ресурса, но, с другой стороны, Украина стала снижать потребление. Не только в силу географического фактора, но и в силу того, что происходила дегазификация, в силу того, что происходили негативные процессы в экономике, что приводило к тому, что просто количество потребителей энергоносителей, вообще и газа в частности, снижалось. И вот мы сейчас в 2025 году и на Украине предлагают сместить время
начала отопительного сезона. Сейчас, еще раз подчеркну, 1 ноября начало отопительного сезона. Но 1 ноября, кажется, ребят, давайте попозже. Да, конечно, ночью теперь уже стабильно +5. Ну что вы, в конце концов, не потерпите? Ваши горячие, пылающие сердца разве не согреют вас? Согреют. Вы сможете. Мы в вас верим. Давайте в декабре начнем отопительный сезон. И да, действительно, тут есть входящие обстоятельства, которые, очевидно, мешают вовремя начать отопительный сезон. Видимо, что-то не успели починить из того, что поломали. Но ссылаются на то, что недостаточно газа просто накоплено. А сколько накоплено газа? Ну, если обратиться к европейской статистике, которая внимательно следит за запасами газа на Украине, накоплено порядка 8,9 миллиарда кубических метров. Ну, собственно говоря, мы вот там месяц-полтора назад как раз прогнозировали, что где-то вот, ну, примерно столько и накопят. При сохранении тех темпов, которые тогда наблюдались, к тому моменту наблюдались. То есть до 9 миллиардов кубов включительно активного газа могло быть накоплено в подземных хранилищах, располагающихся на территории подконтрольной Киеву. Ну, примерно столько и накопили. Достаточно ли это? СМИ пишут, что смертность бизнеса в 2025 превысила рождаемость в 1,5 раза. Третий год бизнес косит два фактора – уход зарубежных рекламных платформ и новые запреты рекламы в соцсетях. Плюс Озон и Валберес повышают комиссии и монополизируют розничную торговлю. А на носу Новый год – самый жирный период продаж. Где эффективно рекламироваться и не сливать рекламный бюджет. Бизнес уже доходит до разборов коучей и инфо-цыган. Рекомендую поставить на паузу и почитать вот эту статью про такого эксперта-наставника. Избавляет от иллюзий. Для эффективной рекламы нужен матерый маркетинг от настоящих практиков. Один из немногих успешных практиков – Миша Фадеев. Для него маркетинг – полноценная система инструментов, связанных между собой. Подход Фадеева в свое время дал взрывные продажи мультиваркам Redmond, знаменитым тюменским наушникам CG Pods, суперской уходовой косметике Geltec и электронным читалкам Pocketbook. Миша Фадеев ведет блог fat.ru и одноименный телеграм-канал. Библия для всех, кто хочет понимать в современный маркетинг. Например, Миша Фадеев разбирает 5 ключевых навыков маркетолога, без которых сейчас никак. В другой статье на пальцах объясняет, как сейчас работает реклама и почему уже не продвинуться на отдельных инструментах, вроде SEO и SMM. Кстати, Фадеев не просто так светит калькулятором на картинках. В профсреде его так и зовут – маркетолог с калькулятором в руках, потому что скрупулезно считает все, что можно посчитать. А в третьем материале Фадеев рассказывает, как продавать на маркетплейсах, когда они выкручивают руки бизнесу. Чтобы разобраться в современном практическом и эффективном маркетинге, вам в блог Миши Фадеева. Контент особенно полезен тем, кто уже думает о привлечении клиентов в новогоднюю страду. Все ссылки в описании. Если бы поставки газа шли хотя бы до начала января, по той схеме, по которой они шли до начала января 2025 года, если бы объем добычи на подконтрольной Киеву территории был на уровне, который наблюдался в отопительный сезон 2024-2025 годов, если погода будет как зимой 2024-2025 годов, если объем потребления со стороны промышленности будет хотя бы на том же уровне, то да, 9 миллиардов вполне достаточно. В прошлом году было накоплено примерно 8,5 миллиардов кубических метров, и к окончанию отопительного сезона в подземных хранилищах газа оставалось где-то 630-670 миллионов кубов. Ну, округлим, 700 миллионов оставалось. Достаточно ли в этом плане 9 миллиардов кубических метров? Если потенциальный уровень отбора порядка 7,8, 7, ну или 8 миллиардов кубов. Ну да, в целом вполне может хватить, особенно если март будет теплым. И не будет каких-то аномалий, которые заставят вас резко увеличивать потребление газа и отбор газа из подземных хранилищ. А если нет? Если мы обратим внимание на то, что схема поставок газа не такая, как была до января 2025 года. Она такая, как после января 2025 года. То есть транзит российского газа через территорию Украины больше не осуществляется.
а значит усложнились поставки газа внутренним потребителям. Необходимо тянуть газ из-за рубежа напрямую, физически. А это немножечко другие схемы поставок, опять же, внутри страны. Например, Одесская область может оказаться в некотором немножко затруднительном положении. Далее, объем добычи явно меньше, чем был в 2024 году. Притом настолько явно меньше, что мы видим растущие объемы импорта в течение 2025 года при сохранении примерно тех же уровней потребления. Именно примерно. Там есть, разумеется, некоторые изменения, по крайней мере, исходя из открытых источников. Но эти изменения, вот, с точки зрения газового рынка вообще, а не Украины в частности, не столь существенные. Там отклонения, там несколько сотен миллионов кубических метров. Объем потребления примерно на уровне прошлого года. Объем импорта кратно выше, чем в прошлом году. Кстати, что интересно, конкретно вот в сентябре и начале октября объем импорта в среднем был меньше, чем за тот же период 2023 года. Там недельный объем импорта доходил где-то до 220-250 миллионов кубов в неделю еще раз. Но тогда этот импорт носил, виртуальный характер. Потому что, по большому счету, отбор газа шел из трубы, по которой осуществлялся транзит в страны Европейского Союза. Просто компании в этих странах продавали этот газ, частично продавали этот газ «Нафтогазу», и мы как бы его вам продали, а потом вы как бы его обратно нам прокачали, мы заплатили за прокачку тут, мы заплатили за прокачку там, мы заплатили входящую таможенную пошлину, и как бы все, и газ, вот он. Часть закачали в подземные хранилища, часть пустили на текущее потребление. Но при том, что средние показатели сейчас ниже, за год уже было импортировано кратно больше, точнее за первые 3 квартала, было импортировано кратно больше, чем за весь прошлый или за весь позапрошлый год. В принципе, если сложить, я думаю, даже больше, чем за прошлый и позапрошлые годы вместе взятые, было импортировано за первые 3 квартала. А впереди самый драматичный квартал, 4-й. Собственно говоря, мы вот уже в нем, просто пока вот первый месяц заканчивается, а дальше ноябрь-декабрь. Они будут немножко холоднее, чем октябрь, по крайней мере, это мы можем утверждать, опираясь на накопленный жизненный опыт. А значит, потребление газа должно расти. И в этом плане, позиция с точки зрения голых цифр, а давайте мы отбор начнем позже, выглядит адекватно. Потому что чем позже вы начнете отбор, тем больше шансов успешного прохождения отопительного сезона. Но что такое успешное прохождение отопительного сезона? Если ответить на этот вопрос так, успешное прохождение отопительного сезона – это бесперебойность поставок на протяжении всего отопительного сезона в объемах, соответствующих текущему потреблению. Текущим запросам со стороны потребителей. То да, такое успешное прохождение отопительного сезона может произойти, если позже начать отбор. Но если под успешным прохождением отопительного сезона подразумевать удовлетворение объективно существующих потребностей ваших потребителей, простите за тавтологию, то вот здесь возникают вопросы. Потому что сам факт того, что вы позже возникновения потребностей начинаете отбор газа из подземных хранилищ, уже делает этот отопительный сезон провалом. То есть сам факт того, что вы в ноябре начинаете отбор, это уже провал. Еще раз смотрим температуры, которые сейчас наблюдаются на подконтрольной Киеву территории. Например, в Киеве. А если в декабре начать отбор, то это прям провал. Я бы даже сказал, дайте, провал-провалыч. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч.